Друзья, топ-5 ТВ-боксов до $50 на весну 2025 года. Классный топ-5, потому что есть новый участник, немного ранжирования, хорошие, отличные новости. Но при этом есть момент, который меня расстроил в этом топ-5. Так вот, на канале Технозон поехали. Ну и что я вам скажу? Конечно же, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши видео, а ссылочки, главное, на проверенных продавцов и на обзоры всех этих приставок, потому что мы их держали в руках и знаем, о чем мы говорим, лежат вот здесь вот в описании под видео. Ну, конечно же, мы теперь по традиции начинаем с первого места, а то, знаете, у нас так с последнего начинаешь, они там что-то насмотрятся, покупают какую-то фигню, особенно в нетоповую, и начинается у людей потом истерика. Давайте так, первое место, Xiaomi Mi TV Stick 4К, сейчас вот точно аргументирую, классная новость, это то, что уже на текущий момент бета-тестеры получают Android TV 14 с автофреймрейтом, там очень много всего, пока не буду форсить, вот когда будет готовое, потому что, объясню, на 4PDA на форуме есть инструкция, как сбросить, скажем так, серийный номер вашего стика для того, чтобы получить эту прошивку именно в бета-тесте, но столько кирпичей люди получают, кто-то что-то неправильно делает, и потом начинается, я не то сделал. Давайте так, подождите. Я вам скажу, Android TV 14 официально все должны стартануть июнь-июль. Подождите, но то, что она будет, это 100%, как вот и на Xiaomi Mi TV, но на Xiaomi Mi TV он на втором месте у меня, ну не на втором месте, они в два на одном месте, потому что, во-первых, он стоит дороже, во-вторых, на Google TV 14 там может быть смещение чуть-чуть, поэтому я тоже вам не могу форсить, но то, что это будет, это 100%. Это получилась история, как Xiaomi Mi Box 3. Когда-то Xiaomi Mi Box 3, в третьем был Android TV 6.1, потом был, 6.0, потом был 8.1. Вот так вот пропустили целую кучу версий, да, там, и здесь то же самое, 12 пропустили, 13 не было, они сразу 14, то есть это будет, Xiaomi однозначно, они подвержены политике Google, поэтому на первом месте они, потому что это до $50, одни из немногих ТВ-боксов, которые поддерживают и Dolby Vision, и Dolby Atmos. Да, с формулой памяти 2 на 8, но для стриминговых сервисов вам больше не нужно, и качается там, и работает это все абсолютно отлично. К тому же, я уже снимал видос, почему ТВ-бокс 2025, допустим, актуален в текущем году, вернее, почему Mi Box актуален в 2025, ссылка в описании под видео, пожалуйста, посмотрите. Потому что 2 гигабайта оперативной памяти это не смартфон. Здесь нет столько Google сервисов, нет никаких почт, нет никаких коммуникаторов и тому подобных. Здесь 2 гигабайта как раз отлично. И вот первое место, рекомендую. Он действительно рекомендую. На втором месте у нас железно закрепился Kikpi KP1 TV-бокс, Google сертифицированный. И этот ТВ-бокс действительно стал бестселлером, потому что за $38, за $39 вы получаете Logic S905Y4. Netflix сертифицированный, с HDR, HDR10+, формула памяти 2 на 32, хороший Wi-Fi, AV1 кодек, пульт, который управляет и телевизором, кстати, на первом месте тоже телевизором управляет, пульт, который управляет и телевизором, имеется в виду инфракрасная опция на дополнительные штуки, типа включения-выключения регулировки громкости, у него есть Dolby Atmos, огромное количество разных преимуществ в виде именно чистого Android TV и очень стабильно работающий. При том, что это полная копия вот такого вот Hamatix Box Airlight 4K, который можно купить, кстати, в Украине. Ссылка в описании под видео. Но я вот этот ТВ-бокс полюбил только за то, что он практически не морочит мозг. Ты купил, настроил, поставил, забыл. Все. И цена вменяемая. Тоже рекомендую, посмотрите обзорчик, отлично. На третьем месте у нас появился новичок Rocktech GB1. Мы сделали обзор. Он у меня, кстати, чтобы вы понимали, Rocktech GB1 у меня на столе, это я смотрю, вот киношки у меня на столе монитор. Туда подключен Rocktech GB1, смотрю кино. Это работает. А Лиса кричит, что она еще и работает. При этом пытается сосредоточиться, а я пока она работает, я чилю, конечно же, смотрю тут на расслабоне, скажем так, сериальчики. Поэтому именно
с Dolby Vision, с Dolby Atmos. Да, это обыкновенный формат стика. И тут еще тоже хорошая новость. То, что есть уже тестовая бета-прошивка с исправлением некоторых замечаний, которые были. Пока не буду форсить, не буду анонсировать, но сам факт того, что это уже есть. Поэтому 3-е место заслужено. Если они порешают эти все проблемы, то будет намного интереснее, потому что у Realtek картинка намного интереснее, чем у M-Logic. Это, знаете, как называется? Как будто пелену сняли. Вот у меня сейчас такие отзывы в группе, вот у нас есть группа украиноязычная по Rocktech, и там вот люди говорят, я смотрю Rocktech, даже несмотря на то, что там мелкие есть какие-то детские болячки, у меня, говорят, у меня как пелену сняли после M-Logic. Это факт. У Realtek действительно круче. 2/16, нормальный Wi-Fi, который тулит 450 мегапик, и тоже вот такой вот пульт, вот, пожалуйста, которым можно управлять дополнительной инфракрасной опцией, конечно же, с автофреймрейтом, при этом есть автофреймрейт с QMS, который бесшовно переключает, без выключения в черный экран, только если поддерживает ваш телевизор. Рекомендуем посмотреть наш обзорчик. Нормальный ТВ-стик, ТВ-бокс. В Украине, кстати, можно купить по промокоду Технозончик на фирменном портале Nexon.ua. Ссылка тоже в описании под видео. Кстати, там мой и обзор можно глянуть. Поэтому идем в описании под видео. На четвертом месте у нас вот такой вот Tynix W2. Чтобы вы понимали, он пока не уйдет из топа. Смотрите, $20 за 2/16, 23 бакса за 4/32. Он на чистом андроиде. Это не самый идеальный ТВ-бокс. Я никогда его не делал идеальным. Я его делаю идеальным в плане соотношения цены, качества и возможностей. Потому что купив за 23 бакса ТВ-бокс 23/2, 4/32, 23/20, смотрю на цену, говорю 23/20. Вы получаете ТВ-бокс, на который можно накатить сторонние прошивки, которые очень сильно расширяют его функционал. И при этом вы очень сильно экономите. И особенно, если вам не нужны какие-то сертифицированные сервисы по типу Prime, Apple TV, либо Netflix, потому что, например, тот же самый Megugo, Sweet TV и тому подобное будет на нем работать спокойно. Любой стриминг, который там не требует DRM-L1 обязательного, он будет спокойно работать. И этот ТВ-бокс уже бестселлер. Вот смотрите, только по этой ссылке продано 2000 плюс штук. 2000 плюс штук. У него M-Logic W2 процессор, 4/32, если брать эту версию. У него Android 11. Смотрите, AV1 кодек, 4К 60 FPS таскает, HDR10+. Боже, шикарный ТВ-бокс за свои деньги, именно за свои деньги. Если брать, где рейтинг, что-то я звездочки потерял. Сейчас найдем. Смотрите, Customer Reviews 998, 4,9 оценка этого ТВ-бокса. 4,9, вдумайтесь. Поэтому я вам скажу, этот ТВ-бокс будет долго. А вот на 5-м месте, вы подождите, тут сейчас я буду расстраиваться сильно. На 5-м месте у нас вылез 3598 сертифицированный Hamatix 4K, Netflix сертифицированный 2/32, M-Logic S905Y4. И вы скажете мне, что можно было бы его совместить с Kikpi. Разный производитель, разные идеологии, разный формат. Я вам объясню, если бы в рамках одного производителя, например, как, допустим, Mi Box и Mi TV Stick, то да, это можно было бы объединять, но здесь другое дело. Классный очень Wi-Fi, отлично работает. Hamatix вообще все хорошо работают, с теми же пультами управления, с тем же автофреймрейтом, все классно. Но теперь вы спросите, да, есть вот 5, а куда делся Wonder X3? А я вам скажу. Спрос за последние, вот мы последний раз выпускали топ еще осенью, и вот спрос за последние 4 месяца упал практически на 80%. Это то, что мы мониторим. По отзывам и по рейтингам он также упал в районе 70-75%, потому что идет большая популяризация сертифицированных ТВ-боксов. Люди, если и брать чистый Android, допустим, да, вот он стоит 30 баксов, на него можно накатить старую прошивку, старый порт от Yugus. Люди перестали этим заниматься, потому что кому нужен чистый Android, они берут чистый Yugus, платя дороже. Потому что Yugus обновляется, с этим, вы понимаете, нужно самому чего-то шить, самому чего-то и если у тебя есть какие-то детские болячки, то тебе в любом случае придется жить с ними и бороться 1 на 1, а не обращаться, допустим, в чат Yugus, где там люди эти вопросы постоянно решают, если вдруг чего-то есть. Либо берут TOX 3. Но в любом случае у Wonder X3
с учетом отсутствия AV1 кодека, хотя еще полгода назад была совсем другая ситуация. Здесь же ведь еще Amlogic S905X3. Vontar X4 вообще почему-то провалился в дно в какое-то. Мы в шоке. Мы в шоке. И очень сильно я расстроен, потому что это был один из моих любимых ТВ-боксов. У него 1000 мегабитный LAN. Извините меня, на текущий момент в топ-5, получается, не осталось ни одного претендента на 1000 мегабитном LAN. Поэтому я его оставляю пока что во внетопе. Он все равно тут около топа будет. Это для тех, кому нужен 1000 мегабитный LAN, пожалуйста, пользуйтесь. Будет вам счастье. Нормально работающий ТВ-бокс, но уже морально куда-то уходит на покой, к сожалению. К сожалению, да. И во внетопе мы сейчас изучаем Decolor GD2, сертифицированный ТВ-бокс. Он на Android TV с AV1 кодеком S905Y4. У нас есть большое подозрение, что это есть полная копия того же самого Kikpi, который стоит дешевле. Поэтому смысла в нем может и не быть, если есть такой вариант, как Kikpi. Ну, GD1 у нас тоже был когда-то, и на обзоре был 2/16. AV1 ничего примечательного, по-моему, даже HDR был в постоянном режиме. То есть GD2 сейчас изучается. Если это подтвердится, что это Sai Robotics войдет полноценно в топ, если не подтвердится, так и останется во внетопе. Наш топ мы сказали. Ссылки все в описании под видео. Подписываемся на наш канал. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.